Привет, дружок! Вопреки общему негативному вектору развития взаимоотношений США и нашей страны, я продолжаю себя знакомить с произведениями американских писателей. Ну и тебя заодно. Ранее это были Стивен Кинг и его роман 11-22-63, Роберт Римини и его краткая история США, Марк Твен, Позолоченный век. Теперь это Теодор Драйзер, финансист. В очередной раз убеждаюсь, что Америка шла по другому пути развития. Чтение, между тем, удивительное занятие. Оно заставляет концентрировать внимание. В отличие от скроллинга ленты соцсетей с картинками там, или редкими постами, чтение требует погружения в сюжет, осмысления прочитанного. Каждый раз ловлю себя на мысли, что если читаю поверхностно, думая о каких-то бытовых вещах, прочитанные строки так и остаются набором слов и не ложатся каким-то особым смыслом в памяти. Ну и, соответственно, в голове ничего не остается. Отвлекшись на свои мысли, потом приходится перечитывать фрагменты или даже страницы заново. Что за произведение такое «Финансист»? Это первая книга трилогии «Желания». Теодор Драйзер в этой книге показывает, как финансово-экономическая среда формирует из ребенка будущего биржевого спекулянта и крупного воротилу. Мне, как экономисту по образованию, было интересно погрузиться в учебник по биржевому делу. В то же время мне как-то стыдно, что я раньше не прочитал эту книгу. Это не какой-то курс молодого бойца или платная программка от биржевого брокера. Это художественное произведение с качественным сюжетом, красивым слогом, основанным на реальной истории американского миллионера Чарльза Йеркса. Погугли, если интересно. Фрэнк Каупервуд, герой книги Теодора Драйзера, обладал необыкновенными склонностями к познанию и осуществлению финансово-экономических манипуляций. Фрэнк с ранних лет начинает зарабатывать неплохие деньги даже по меркам многих взрослых, пользуясь своими качествами, а именно внимательностью, проницательностью, настойчивостью, любопытством, предвидением ближайшего будущего. Он очень рано начинает понимать, что в финансовом мире не нужно исследовать причинно-следственные связи. Это, по большому счету, удел аналитиков. Нужно пользоваться текущей конъюнктурой. Биржа – это особый мир. Никто на свете не может его объяснить. Как одни акционерные общества вылетают в трубу, а акции других взлетают до небес. Как бы хорошо я не относился к чтению, но парадоксально, что героя книги Теодора Драйзера книги не интересовали вообще. Его интересовали жизнь, картины, физическая близость любимой женщины. Все это властвовало над ним, несмотря на захватывающие его и финансовые операции. Наверное, как сейчас модно и принято говорить, это были мотивирующие факторы, то, что я сейчас перечислил. Они заставляли его голову напряженно работать и добиваться желаемых результатов. Совесть, которая терзает человека и нередко приводит его к гибели, никогда не тревожила Каупервуда. Понятие греха для него не существовало. Жизнь для него имела лишь две стороны – силу и слабость. Пути праведные и неправедные – такое различие было ему неведомо. Добро и зло – пустяки, придуманные попами для собственной наживы. Наверное, именно поэтому Каупервуд не терпел проповедей и постных физиономий. Сейчас многие заняты мыслями, как заработать. Первое – много. Второе – быстро. Третье – без вложений. Четвертое – удаленно. Пятое – желательно ничего не делая. Роман «Финансист» не про это. «Финансист» – история о человеке с остальным стержнем внутри. Человеке, неисправимом оптимисте, который не надеется на положительный исход, который уверен в нем, который программирует его. И получается этот положительный исход, потому что этот человек делает не просто все возможное, а делает 2 раза постолько, именно в 2-3 раза больше, чем требуется для достижения результата. Именно от того желаемый результат просто неизбежен. Несмотря на то, что книга написана более 100 лет назад, многие ее тезисы актуальны и сейчас.
Тем, кому близка фондовая биржа, мир трейдинга, спекуляций, будет не лишним читануть эту книгу. Будет даже ободряющим и мотивирующим ее прочитать. Я прям настоятельно рекомендую. Читайте и обрящите паство. Пока. Лайки, комменты и подписки обязательно.